Полное освобождение от неконтролируемого бега мыслей происходит тогда, когда вы совсем освобождаете свое тело от эмоциональных блоков. Если в силу обстоятельств вы не смогли очиститься от эмоциональных блоков, но убрать неконтролируемый бег мыслей нужно, вы можете воспользоваться приемами, основанными на использовании мыслеобразов. Под термином мыслеобраз мы понимаем какое-то действие, которое мы производим в своем воображении. Из видео «Что такое человек» вы знаете, что согласно принятой на этом сайте модели, неконтролируемый бег мыслей создает наш рептильный мозг в блоке, который мы называем сознание. Если наш разум занят решением какой-то задачи, то он полностью занимает сознание, чтобы мы понимали результаты его рассуждений. Если же мы не решаем никакой задачи с использованием разума, то наше сознание пустует, и его занимает рептильный мозг. Неконтролируемый бег мыслей является результатом попыток рептильного мозга обсудить те ситуации, в которых он не сумел одержать победу над своими недругами в прошлом. То есть неконтролируемый бег мыслей есть результат того, что наше сознание не занято какой-то деятельностью разума. Значит, если мы запустим разум на решение какой-то задачи, то у нас вместо сумбурного бега мыслей в голове начнется более осознанная и более привычная нам мыслительная деятельность. Какая это может быть деятельность? Видимо, лучше занимать наш разум деятельностью, которая будет полностью происходить у вас в голове и не потребует от вас специальных физических усилий. Например, это может быть деятельность по созданию у вас в голове каких-то мыслеобразов. Любой создаваемый вами мыслеобраз есть результат деятельности вашего разума, который займет ваше сознание и тем самым остановит неконтролируемый бег мыслей. Ваши мыслеобразы могут быть совершенно любыми. Например, можно представить себе, что вы берете полотенце и вытираете им все мысли у себя в голове. Как только появилась новая мысль, сразу полотенце в руки и стираете ее. Или выметаете веником, или придавливаете блином от штанги, мысленно, конечно же. Отличные результаты дает образ, когда вы заливаете свою голову вязкой жидкостью, например, маслом. В масле ни одна мысль не может всплыть, она затухает, как только начинает проявляться. Или засыпаете свою голову песком, в котором мыслям тоже негде разгуляться. Такие упражнения обычно выполняются с закрытыми глазами. Любой из этих образов будет создан вашим разумом, и вы будете воспринимать его через свое сознание, поэтому неконтролируемому бегу мыслей негде будет развернуть свою активность. Есть варианты более развернутых мыслеобразов. Например, вы можете использовать упражнение «Аквариум». Для этого представьте себе, что вы сидите на дне аквариума, вода окружает вас со всех сторон и заполняет все ваше тело, подобно губке. Как только в голове появляется какая-то оформленная в слова мысль, представьте, что эту мысль окутывает воздушный пузырек и вместе с ней уносится вверх. И так с каждой мыслью. В итоге голова остается совершенно пустой. Это и есть требуемый результат. Выполнение этого упражнения минут по 20 в день в течение недели-двух научит вас быстро освобождаться от неконтролируемого бега мыслей. Вот еще одно упражнение, связанное с использованием мыслеобразов. Исследованиями специалистов было установлено, что существует совершенно четкая связь между движением мыслей в голове и движением зрачков в глазах. Появилась в голове новая мысль, зрачки откликнулись каким-то движением. Пока мы размышляем, наши зрачки беспрерывно совершают микродвижения в такт нашим мыслям. Поскольку связь эта достаточно жесткая и двухсторонняя, можно попробовать использовать ее в обратную сторону. Если остановить движение зрачков, то тут же остановится бег мыслей. Это используется в упражнении «Камешки». Представьте себе, что у вас на дне зрачков лежат небольшие, но довольно тяжелые камешки. Эти камешки не дают зрачкам совершить какие-то движения. Вы не можете пошевелить зрачками, они неподвижны. Если вам удастся представить и ощутить все это довольно явственно, то вы наверняка остановите свою словомешалку. Только не пытайтесь запустить ее вновь, размышляя примерно так.
Ну вот, наконец зрачки остановились, мысли теперь тоже должны исчезнуть и так далее. Подобных и иных мыслей быть не должно, просто вы наблюдаете изнутри за своими же неподвижными зрачками, и у вас не возникает ни одной мысли. Вот еще один прием по укрощению бега мыслей. Он называется «собака в конуре». Представьте свою голову в виде конуры, в которой сидит собака. Эта собака обычно должна сидеть в конуре и лишь по разрешению хозяина может выйти наружу и потявкать, а хозяин – это вы и ваша воля. Вам нужно периодически посматривать, что творится у вас в голове. Собака должна сидеть в конуре, и в голове должна быть тишина. Если вы замечаете, что в голове крутятся самые разные мысли, значит дверца открылась, и пес выбрался на свободу. Загоните его обратно, цыкните на него, поругайтесь, и он снова займет свое место. Захлопните за ним дверцу конуры, заприте ее на 3 задвижки. Тем самым вы на некоторое время избавитесь от того, что происходит у вас в голове без вашего осознанного контроля. Кому-то может понравиться еще одно упражнение, связанное с принудительным удалением из головы всех возможных источников возникновения новых мыслей. Это упражнение называется «пустая комната». Представьте себе, что ваша голова – это комната, заставленная разными вещами. Каждая вещь связана с каким-то событием или человеком в вашей жизни. Диван – работа, стул – подруга, стол – родители, табуретки – дети и так далее. По очереди вынесите за пределы комнаты все находящиеся в ней предметы, оставив комнату совершенно пустой. Потом возьмите и выведите себя из комнаты, например, за ухо, и закройте дверь снаружи. Комната, ваша голова, должна остаться совершенно пустой от вещей и связанных с ними мыслей. Вы можете изредка подглядывать в комнату в окошко, если оно там есть, и выбрасывать появляющиеся в ней вещи, то есть ваши спонтанные мысли. То есть суть всех этих упражнений проста. Вы волевым усилием включаете свой разум и с его помощью создаете мыслеобраз, который должен полностью занять ваше сознание. И тем самым вы не позволите рептильному мозгу начать свои ненужные вам бесконечные обсуждения в вашем сознании. Минус этого подхода в том, что вам нужно все время контролировать, чтобы этот мыслеобраз не исчез из вашего сознания, а это тоже требует расхода вашей жизненной энергии. Но эти энергетические затраты совсем маленькие по сравнению с той энергией, что расходуется при неконтролируемом беге мыслей. Чтобы не тратить энергию на борьбу с неконтролируемым бегом мыслей, нужно полностью очистить тело от эмоциональных блоков. Как это сделать? Смотрите в разделе 11 «Инструменты. Делаем внутреннюю чистку» на главной странице этого сайта.